Друзья, привет всем! Вы находитесь на канале Pixel, меня зовут Катя, и в этом видео я научу вас решать головоломку, которая называется «Машина времени». Прежде чем начать обучение, мы должны разобрать эту головоломку. Ну вот и все, я думаю, достаточно ее разбирать, и на самом деле машина времени не такая уж и сложная головоломка, какой может показаться на первый взгляд. Если вы заметили, то в ее основе лежит куб 2 на 2, и первым образом нам нужно собрать именно его. Ну а если же вы все еще не умеете этого делать, то советую перейти по подсказке на мое обучение. У меня остается последнее движение, и куб 2 на 2 собран. Что ж, а теперь мы будем собирать все остальные вот эти вот маленькие детальки. И на самом деле это самое интересное, что может быть в этой головоломке. Давайте начнем по канону с белого цвета, тем более у меня, смотрите, сколько уже собранных деталей стоит на своем месте. Что мы делаем? Мы разворачиваем на себя белым цветом, потому что так удобнее. А на верхнем слое у нас должны быть расположены те детальки, которые мы впоследствии расставим на свои места. Мы должны расположить наши маленькие нужные элементы прямо на стык между двумя слоями. А вот здесь мы должны расположить все так, чтобы, когда мы совмещали слайсом наши нужные детали с вот этой вот гранью, то получалось так, будто бы мы продлеваем вот эту границу. То есть мы делаем вот так, отодвигаем и делаем обратный слайс. Точно так же можно делать и зеркально. К примеру, мы расставляем вот на нижнюю грань между двумя нашими слоями нашу деталь. Тогда соединяем слайсом, проворачиваем, как нам нужно, и делаем обратный слайс. Таким образом, нам осталось загнать всего одну деталь, но на верхнем слое ее уже нет. Поэтому мы проворачиваем куб так, смотрим, где же эта белая деталь. Я ее нашла. Расставляю так, как мне нужно. К примеру, я сделаю вот так. Теперь делаю слайс, соединив элементы, и обратный слайс. Теперь точно таким же образом я соберу, к примеру, зеленый слой, просто потому что здесь больше уже собранных, стоящих на своих местах деталей. Мы располагаем головоломку точно так же, как и в прошлый раз, то есть, чтобы та сторона, которую мы хотим сейчас собрать, смотрела именно на нас. Я вижу вот здесь вот зеленый элемент, и вот здесь тот блок, с которым я могу их соединить. Делаем слайс, проворачиваем, делаем обратный слайс. Сейчас зеленых элементов здесь нет, поэтому я проворачиваю головоломку. И ничего страшного, если мы одним элементом нужным вытеснили другой нужный для нас элемент. Просто потом мы загоним его более удобным для нас способом. Здесь у нас осталось загнать всего 3 детальки. Делаем вот так. Видим, что на верхнем слое у нас больше нет зеленых деталей. И тут тоже больше нет деталей. Тогда они располагаются вот здесь. Первым делом нам нужно перегнать детали в более удобную для нас позицию. У меня сейчас есть 3 варианта. 1, 2 и 3. Но я, наверное, перегоню вот сюда, так как это, мне кажется, более рациональным. После того, как мы перегнали детали, мы уже делаем привычные для нас действия, то есть загоняем их на свои места. Таким образом мы собрали уже 2 стороны. Точно так же мы должны поступить со следующими 2 сторонами. Вот и все. А теперь, когда нам осталось собрать всего 2 грани, мы должны делать все то же самое, но быть гораздо внимательнее, чем раньше. Итак, вот здесь у нас будет голубой цвет, а вот здесь оранжевый. У нас очень хорошая и удобная ситуация получилась, так как здесь у нас идет сразу 5 деталек. Мы делаем уже привычный для нас слайс, загоняем все элементы как нам нужно и обратный слайс. В самом последнем этапе главное не потерять концентрацию на том, какой цвет ты собираешь здесь, а какой цвет должен перейти вот сюда. То есть я сейчас обратила свое внимание вот на эту последовательность из 5 элементов и вот на эту деталь. Мы их совмещаем, уводим и обратно. Теперь у нас остался один элемент, который нужно загнать. Я сейчас с помощью вот этих 5 элементов
совмещу все до конца. А вот этот элемент мы ставим вот сюда. Слайс, проворачиваем, обратный слайс. Вот и все. Что ж, а на этом видео подходит к концу. Если оно оказалось хоть немножко полезным и информативным для вас, то делитесь им с друзьями. Ну а если же остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментарии, и я постараюсь как можно понятнее ответить на них. А на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте включать уведомления, чтобы не пропускать мои новые ролики. Всем хорошего настроения. До скорой встречи в новом видео.